Let's just get the experience of the debut season, right? I mean, third fight already this year, made the playoffs, but just what have you thought about the debut PFL experience so far? В течение обстоятельств все хорошо у тебя, проходишь уже в плей-офф вышел, третий бой у тебя в PFL. Как твой опыт пока с лигой проходит, как тебе все здесь нравится? Да, все проходит очень быстро. Мы выступаем, немного там недельку отдыхаем и снова как бы приступаем к работе. Вот, и все очень нравится. Такой плотный график, ускоренный. Вот. И нету времени отдыхать, нужно делать свою работу, как говорится, на отлично. Yeah, I like the format. Always staying busy. It's already third fight within a short period of time. Usually we just have a week break and then have to get back to business. I like that, staying active. You don't have time to relax. So far, so good. We hear a lot about fighters saying they want to stay active, right? But then you get this schedule. Have you found it to be more challenging than maybe you thought it was to not get that rest, to not get that break, and have to get right back into a fight camp? Многие так говорят, что хорошо, да, то, что постоянно занят, нету времени отдыхать, но в то же самое время не кажется тебе это немножко трудным этот формат, потому что по этой же причине у тебя нет времени отдыхать, и, то есть, может быть, немножко утомление такое накапливается, или тебя это, в принципе, для тебя это не проблема? Не, конечно же, после второго, там, уже ближе к третьему бою все равно бывает, здесь мотивирует, да, то, что стоит на кону, это полуфинал, финал, то, ради чего мы здесь, и если бы, зная все, что нас там ждет, да, чемпионский пояс и то, что к нему прилагается, это мотивирует, из-за этого все это проходит как бы с мотивацией и намного легче. Yes, definitely it's a challenge of sorts, but again, it's more about keeping in mind that reward. That's what keeps us pushing. The belt, the title, the money prize. So for me, that's what motivation is. And as long as you know in advance, that's your format. You have to plow through those 3-4 fights. The 4 fights, for the whole tournament, and then get the reward, and then you have time to rest. So if you kind of plan in advance, I don't see a problem with that. Nice. Very unique situation here, a rematch, 8 weeks apart. I'm just curious kind of what you thought. I could see positives in that, I could see negatives in it. You're tired of thinking about the same guy. So what are your thoughts on this? У вас достаточно уникальная ситуация, то есть у тебя тот же самый опять оппонент спустя всего 2 месяца. Я понимаю, что могут быть плюсы к этой ситуации, могут быть минусы, и ты, в общем, как смотришь на то, что вы опять вместе с Шамилем будете? Это хорошая возможность для меня реабилитироваться и сразу за короткий срок, если я выиграю, закрыть поражение, вот, и выйти в финал, и как бы одним выстрелом 2 зайцев, как говорится. Вот, я не думаю о прошлом бое, у нас новый бой, вот, и нужно хорошо выложиться, поработать, и, как я и сказал, сразу выстрелом 2 зайцев можно, если я держу победу на этих выходных, вот, и это будет хорошая возможность для меня. Yeah, I see it as a positive in a sense that it's an opportunity for me to rehabilitate myself. There are 2 things here that can be achieved at the same time. Me advancing to the finals, so that's regardless who the opponent would be. But in this case, now that's the guy who defeated me, so definitely that's also an opportunity for me to get back at him. So you can kill 2 birds with 1 stone here. I like it. Last thing for me, I guess, just what's different this time around? How does it go your way this time? Как ты думаешь, в этот раз ты по-другому в чем будешь подходить? Как ты ощущаешь, в чем разница в этом бою? В этом бою, сама подготовка, были кое-какие проблемы в подготовке к тому бою. Вот. Сейчас я просто вернулся к своим, то, что я всегда делал. Вот. Ту подготовку, ту подводку к бою. Вот. Вернулся к прежним, как говорится, корням. Вот. Со мной работал индивидуально сам Хабиб Нурмагомедов. Вот. И я думаю, это тоже сыграет для меня в лучшую сторону.
Approaching this fight, I had my camp in more orthodox way that I used to do before. So the previous fight, I didn't really do the camp the same way, and there were little problems approaching. So now this camp, I did pretty much the old school, the way I used to do it all the time with my regular programs, regimen, and also we did a good camp with Khabib and the team. He was personally involved, and he kind of helped me to go back to the roots. Hi, Murad. So, your last fight, you suffered your first career loss. One of the sayings in the sport is, it's not a loss, it's a lesson. What would you say some of the lessons were that you learned from your first loss? К сожалению, у тебя было первое поражение, но, как часто в спорте говорят, нет поражения, есть уроки, которые ты можешь вынести из предыдущего боя. Какие потенциально уроки ты вынес и что ты, возможно, в голове у себя теперь по-другому видишь после предыдущего боя? Ну, так как у нас сейчас уже вот буквально со дня на день будем драться, не хочу говорить, что я поменял, что я буду делать, так как это и геймплан, и все поподробнее, почему такое выступление было, и все я как бы хочу иметь возможность сказать после боя. Вот. А так, коррективы были, все. Вот. Пока нужно это оставить как бы в тайне, да. Well, obviously we have fight ahead of us. I'm not gonna give out all the details, but there were some adjustments done, and obviously we discussed what the mistake was. I will definitely talk more about it later after the fight, but there was some correction done, and we analyzed the situation. Okay. You're surrounded by greatness every day in the training room. Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, some of the greatest Russian fighters in the sport. How does that inspire you to go ahead and join their level of greatness, reach those level of accolades? Ты занимаешься одним из лучших бойцов в мире, с Кhabibом, с Исламом, у тебя вокруг одни из лучших бойцов. Чему ты у них учишься и насколько для тебя это мотивационно, либо наоборот создает давление, то, что ты окружен такими людьми, достигшими уже результата? Нет, это меня мотивирует, так как я вижу, что успех — это тяжелый труд, тяжелая работа, вот, уже как бы дорога протоптанная, вот, и надо просто тяжело делать эту тяжелую работу. Мне повезло, что я могу посоветоваться, мне тренируют, мне советуют, вот, и мы уже опытные профессиональные бойцы, просто нужно сделать вес, восстановиться и показать хорошие зрелищные бои и двигаться дальше, становиться чемпионами. It's definitely motivational to have guys like that around, because that's already the path that they laid ahead, and we basically just have to follow and work hard. And they're great examples that show if you work hard, you're gonna get results. So just seeing that's what motivates us. And then everything that they already done before, the weight cut, the proper nutrition, we can learn from them. It's up to us just to work hard and continue the legacy. So before coming to the PFL, you hadn't had many, if at all, fights in the U.S. How has that adjustment been going from fighting out in Russia or wherever you were fighting to the U.S.? До этого у тебя боев за границей много не было, в основном в России. Сейчас ты уже в PFL несколько боев в Штатах провел. Как ты вообще, в чем разницу видишь, какие плюсы, минусы, как тебе новый опыт? Ну, саму подготовку мне удобно делать дома. Вот. Из-за акклиматизации нужно приезжать заранее. Вот. Если ты летишь в Америку, заранее нужно лететь с командой. Но это не всегда получается. Вот прошлая подготовка, вот так у меня я прилетел заранее. И именно вот подводка к бою последний месяц непривычная для меня работа была. То есть не было той работы, которую я проделываю, вот именно вот концовка лагеря. Она не прошла, как обычно. В этот раз я все до последнего сделал свою подготовку дома и вылетел на акклиматизацию и чуть доработал, акклиматизировался. И, в общем, вот это, если ты летишь с командой, то это очень хорошо, заранее акклиматизироваться, все. Вот. А так здесь удобно и во всех залах помогает, и с питанием, и, в общем, проблем не бывает.
Overall, I like it here. Obviously, due to our network, we always have people around here. The gyms, there are people welcoming us, and there are places to train. The two major differences, I would say, well, one is obviously it's acclimation. That takes time. So that means I have to come with my team, bring guys, make sure we adjust here. So that's definitely takes time, and that's a new experience we have to go through. And another thing is the structure of my training, because usually I already have my game plan each week lined up, and so the last week, the last stretch was different for me because again traveling, so you kind of break your regular schedule, so that's kind of where was the weakness the last time. My final week was not properly done, so this time I already knew that, so I had my camp done back home, with travel places, and then that final stretch of week, this time I already knew how to prepare and bring my guys here, and so we did everything the way it should be. Thank you. Hey Murad, I noticed you've trained with the new UFC welterweight champion of the world, Belal Muhammad. What do you feel his championship victory meant to Muslims around the world, and are you looking to have a similar impact here in the PFL? Я видел, что ты тренировался с Белалом Мухаммедом. Он вдохновил многих мусульман в мире своей победой. То есть люди будут следить за ним и также вдохновились. Для тебя это имеет тоже какое-то значение, то, что люди, которые мусульмане, смотрят тебя, чтобы тоже занимались спортом и их мотивировать? Да, конечно, я, так как мусульманин, должен не просто в клетке, да, как бы и по жизни нести свои ценности, стараться вести себя достойно, вот, представлять и то сообщество, и страну, и, в общем, вести себя правильно, вот. И Белал, лично с ним знаком, очень хороший человек. Первый бой, когда в Чикаго я дрался, мы приехали в его лагерь, вот, он мне помог, мы друг с другом обменивались опытом. Мы и в Дубаях вместе тренировались, на связи. Вот, кстати, моя ошибка была, что надо было мне на второй мой бой тоже прилететь к нему. Я почему-то полетел в Лас-Вегас, думал, там будут мои веса. Оказалось так, что особо не с кем было потренироваться на тот момент. У кого-то там не были бои, кто-то травмирован. Вот. Впредь я, может, буду так и делать заранее. Очень рад за него. Вот он, повторюсь, хороший человек. Помогал мне, я помогал ему. Вот. В общем, как-то так. Belal Muhammad is a great guy. He helped me a lot. I know him personally. When first time I fought in Chicago, my first PFL fight, we trained at his gym, got to know him, very great guy, always supportive. I think it's one of the mistakes that I did the last time, because when I flew in for the second fight, I was training in Vegas, and they didn't really have proper weight class sparring partners for me. I should have just gone to Belal's gym and trained there. He is a great guy. He's a great example. As a Muslim, we try, to set example. Whether whichever field we represent, you have to be not just a good fighter. You have to be a good person. You have to handle yourself and in public properly and be inspirational for people. So I think he has great morals. And as for myself, I also obviously try to influence as many Muslim people, whether it's my community, country, or just around the world, and set a good example. Thank you. And then one more last one. I was wondering if you had any thoughts on your teammate Timur Kizriev's matchup this Friday night. Do you feel like he's one of the most skillful featherweights in the world, and do you believe he will win the featherweight PFL World Championship and bring $1 million back to your team? И вопрос по поводу Тимура. Что ты думаешь по поводу его оппонента на этом бою? Насколько ты думаешь, у него хорошие шансы к победе и вообще, чтобы стать чемпионом PFL в этом году? Я думаю, у него есть все шансы добиться этого золота, этого пояса. Мы очень долго уже вместе тренируемся, можно сказать, с детства. Мы были одного веса, мы были спарринг-партнерами. Я набрал вес, он, и я вижу, как он тяжело тренируется, как он подходит к боям, серьезно. И он прекрасно, в хорошей форме, нет травм. И у него тоже хороший соперник, достойный. Такой ударник, крепкий, бьющий. Я думаю, имам более разносторонний. Он может и бороться, и бить.
хорошо дышит. Я думаю, у него есть все шансы выйти в полуфинал и забрать тоже золото. I think his opponent is a tough guy. He has great conditioning, he has great power, so that's definitely a challenging matchup. But Timur, we've been training with him since childhood. We kind of used to be the same weight when we were younger, and then I kind of gained a little weight, and Timur stayed in the same weight class. So we kind of now in different weight classes. But he works as hard. We always spar, and whether it's at the gym or between us, he's a very hard working guy, and he has all the chances to become champion this year. I think once he passes this one, we'll see the next opponent, and he has all the chances to become a champion and take the gold this year. Thank you. Thank you. Thank you. All right, on to Zoom. Alexander. Мурад, приветствую. Хочу спросить, насколько сложно морально выходить против соперника, которому проиграл недавно нокаутом? Question is how difficult it is to face morally, mentally an opponent that you have single loss to. How challenging it is mentally. Конечно, есть цель взять реванш. Вот. Я стараюсь эмоции и то, что было. Хороший спортсмен, не только бойцы. Я где-то смотрел даже какой-то тренер по футболу, то ли Гвардиола, говорил, что великих таких спортсменов, да, выдающихся, выделяет то, что они, если отступили где-то, да, это получили урок и тут же забывают. Вот. И здесь то же самое, я стараюсь об этом не думать, у меня предстоит бой, вот, это новый бой, вот. Все может поменяться за один вечер, я могу выйти победителем, вот, и я стараюсь об этом не думать и буду выходить делать свою работу и постараюсь не оставлять шансов. Вот. I try not to get emotions into my head, not to dwell on that. I just stay busy, focused on training and practice. I don't remember who said it. I believe it was one of the soccer coaches who said it's not, the great athlete is not defined by how many defeats he had. It's about, learning lessons and getting out there and continuing pushing, seeing you go. And that's exactly what I'm doing. Good thing I don't have time to think about all those emotional things, so it's just staying busy and working. And again, in this sport, 1 minute, 1 second can change everything. An opportunity that I have can turn out to be the greatest victory that I have. Говорят, что 0 в графе поражений давит на бойца. Вот после того, как сменился он на единичку, легче будет морально выходить? The question is that once you're undefeated, you always feel pressure to stay undefeated. Now that you have that 0 is gone, is that kind of easy? And now you know that you don't have to worry about just staying undefeated all the time. И, конечно, я извлек уроки, вот, и тогда старался не думать, хоть у меня 0, и сейчас об этом загоняться или думать, стараюсь и в том случае, и в этом случае много об этом не думать, вот, думаю только вот сделать вес, восстановиться и выйти на реванш в лучших своих кондициях. Вот, больше мысли об этом. I wouldn't say that I let this bother me. It is what it is. That step was already crossed. Now I'm just thinking about the fight, about my weight cut, about recovery. So I don't let emotions get too much deep into my head. Last question. Carlito, Fight Talk. 3 наших участников Гран-при прошли школу союза. Yes, I'm ready. Насколько она, So, да, скажем так. talk about your preparation for this fight. I know y'all train up in Russia in that high altitude. And I've seen y'all, training regimens on the Full Send podcast. How ready are you for Friday night? Вопрос по поводу подготовки. Расскажи этапы, где ты проводил подготовку к этому бою и насколько ты считаешь, ты уже готов сейчас, подходя к этому бою? Я прилетел домой после боя.
толком, можно сказать, неделя не прошла. Я сразу вылетел в Дубае. Вот, у нас был там почти месяц кемп, тяжелых тренировок. Вот. Оттуда я прилетел домой. Недели 2 тоже потренировался у себя в школе Абдулмана по Нурмагомедову в Дагестане. И вот за 2 недели вылетел сюда, чтобы пройти акклиматизацию и подойти в хороших кондициях. В общем, сделал всю домашнюю работу, которую всегда я делал. Right after the last fight, not even within a week, I flew out to Dubai. We had a great camp over there. The whole team was there. It was for about a month. And then I flew back home, where I stayed for another 2-3 weeks. I trained at our school, Abdulmanap Nurmagomedov School. And then I flew here about 2 weeks prior to make sure, I acclimate and do everything properly here. So overall, I think it was a great camp. It was all spaced out, and I did my proper homework. Bless. 2 more for me. Your pre-fight meal before weigh-in and after fight weight. I'm sorry. Can you repeat the question? What's your favorite meal to have after you weigh in and then after fight? Что ты любишь больше всего поесть, когда весогонку сделал? Что ты для восстановления любимое у тебя блюдо или еда? Ну, конечно, хотелось бы домашнюю традиционную еду поесть. А так как здесь нету, приходится также по диете, только уже более углеводную, там пасту и так далее. А так, конечно, хотел бы традиционно домашнее, там что-нибудь хинкал, чуду. Well, of course, ideally, I would like to have some traditional food from home, hinkals and stuff like that. But we don't have access to that here. So usually we just load up on carbs. Usually it's pasta and stuff like that. Ну, здесь пицца с колой тоже пойдет. And then a pizza with some soda once in a while doesn't hurt either. Facts. And I noticed Hasbullah, he's a big mascot for everybody, for y'all. And how good of a fighter is he? Вопрос про Хасбулу, если ты его знаешь лично, насколько хороший он боец? Хасбула? Да. Хасбулу знаю лично тоже. Он больше хороший бизнесмен, чем боец. Вот. Ну и подраться он тоже может. На 17 килограмм с любым. I know him personally. He is a great guy. I don't know about fighter. He's definitely a great businessman. But I think he can give a run to anybody who is in the 17 kilo weight class.